Так, друзья, итак, продолжим. Сейчас покажу, как подключить MIDI-клавиатуру к смартфону, к iPhone 11 GarageBand. Нам нужен вот такой кабель, обычный кабель принтера. Переходник у меня два есть, я покажу, в чем разница. Вот есть один под USB и под здесь фото, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, USB и зарядка. Вроде как так. И есть вот такой у меня еще специально я взял, второй. Покажу, в чем разница. Все, что мы делаем. Включаем телефон. Так, у нас включен GarageBand. Дальше что мы делаем? Мы подключаем в USB провод вот здесь. Так это выглядит. Вот. Дальше. Подключаем сюда. Я подключаю вот этот переходник, где у него есть, ну, наушники, это не столь важно, у него есть зарядка. Вот для чего это нужно. У меня MIDI-клавиатура, она не имеет внешнего источника питания, то есть нельзя ее от блока питания, она только по MIDI питается, да, скажем так. И вот, и такому вот здесь нету зарядки. То есть сюда включаешь зарядник, он не работает, поэтому лучше зарядником, потому что, я так понимаю, мощность телефона не всегда вытягивает мощность, то есть заряд MIDI-клавиатуры, поэтому вот с таким точно работает все хорошо, не отваливается. Вот с этим иногда какие-то глюки есть, то работает, то не работает. Поэтому вот я взял специально вот такой вот, чтобы вам показать, как это должно все работать. Вот мы просто подключаем сюда, подключаем сюда. Все, видим, заработало. Если у вас нет звука, то просто, во-первых, вот смотрите, GarageBand 6. Не знаю, насколько это важно. Вот, нужно, если у вас не работает, нужно зажать Setup и плюс, то есть вот вы включаете Setup, у вас вот здесь плюсик появляется, что вы можете меню управлять, вы доходите до функции DIN Front. И вот DIN Front нужно включить USB обязательно, потому что если у вас лог, он не всегда работает, я не знаю почему. Но вот USB, если что, вот из-за этого может быть. Если лог у вас включен, может не работать. Бывало у меня и так почему-то. Вот. Все, у нас все работает. Если не работает, опять же, нету звука, то перезапустите, то есть не отключая MIDI-клавиатуру, просто перезапустите GarageBand и должно все заработать. Вот питание я подключил, видите, как бы с питанием лучше, потому что без питания вообще все это глючит. У нас есть USB, мы вот подключили, в общем, я объяснил все, как это работает. То есть все, я нажимаю вот. Так, давайте как-то так вот уже сделаю. Давайте вот так вот положу. Да, чтобы это было удобнее. Подвину. Вот, я сюда положу телефон, чтобы он не мешал. Все, клавишу нажимаю, звук идет. Что тут можно сделать? На самом деле тут мало что можно сделать. У него нету какой-то синхронизации, вы не можете назначить инкордеры, потому что, как я понял, для GarageBand, для телефона, да, для и iPad, он, то есть, не обладает этой функцией, да, то есть вы не сможете настроить энкодеры, чтобы они здесь работали, которые есть. Например, вот мы сейчас давайте любой другой синтезатор выберем. Так, вот, он пьяная, я не знаю, что-нибудь давай. Да, лиц какой-нибудь. Ну вот этот. И вот все. Дальше, если вы нажмете вот сюда, у вас появятся вот эти вот настройки, да? То есть, может, delay, envelope, я так понимаю, да, это, и вот это. Но это ничто не будет работать, вы никак это не назначите, потому что, ну вот, несмотря на то, что здесь GarageBand, и вроде он должен синхронизироваться,
но это работать не будет никак. Вот сразу предупреждаю, потому что это только в версии Logic, если я не ошибаюсь, которая для компьютера идет, да? По-моему, Logic она называется. Вот для нее там можно все это настроить, в GarageBand это не работает. Единственное, что вы можете сделать, это зайти вот... Сейчас, подождите. Вот настройки. Вот мы можем регулировать громкость вот этим кордером. Видите, у нас регулируется... нет, регулируется панорама. А громкость мы можем регулировать вот этим параметром, то есть фейдером, да? Вот. И то, видите, он как-то скачет. Все, настроил. И получается панораму. А вот громкость, вот можно этим параметром. Вот, короче, получается, первое это панорама, второй это громкость. Третий ничего не регулирует. По идее, все, и все. И вы больше ничего не можете сделать. Я не знаю, почему не работает. По идее, можно было бы, наверное, как-то назначить. Но он даже режим плагина не включает, значит, нет синхронизации. Если кто-то знает, как это сделать, напишите, пожалуйста, в комментариях, где почитать. Я бы сделал бы обзор, посмотрел бы сам. Вот, потом рассказал бы. Но, итак, арпеджиатор. И roll. И также, кстати, забыл сказать, что PD чувствительно к силе нажатия. Дальше, что я еще заметил, есть один момент, который я не совсем понял, почему он так. Если мы выберем другой инструмент, так, к примеру, струны, так, и здесь откроем. Вот мы видим, что у нас есть виола, есть виолин, виола, короче, все вот эти вот струны. Но играть будет почему-то все вместе. То есть, или что-то одно. Вот видите, я переключаю, но звук не меняется. Хотя, если я здесь нажимаю, слышно, что звук меняется, а так не меняется. Вот я не понял, в чем прикол. Если что касается именно этого момента. А так остальное все работает. Любой инструмент. На самом деле те же, не знаю, там барабаны давайте. И у нас вот акустический возьмем. По сути, все, остается только запись. Но запись я уже показывал, как это делать. Просто включаете красную кнопку. И все. Нужно транспонировать, чтобы это... Вот. Все, пауза. По сути, все. Единственное, вот эти не управляют на запись, ничего не меняет. В целом, вроде все рассказал. И, кстати, пич тоже работает. Вот. Все рассказал, все показал. В общем, еще раз показываю, что вот этот переходник именно, вот у него есть здесь также USB, здесь какие-то карты, а у него есть зарядка, что очень важно, и наушники можно подключить.
У этого нету, то есть зарядка вот это, ну, у меня не работала, я не знаю, что это там, для чего это сделано, но это не зарядка, в общем. Вот, поэтому этот работает, этот глючит. Все, работает.